Приветствую, друзья! На сегодняшнем занятии речь пойдет о функциях индекс плюс поиск позиции, которые в 100 раз более гибкие, чем функция VPR. Так, первый пример, который мы с вами разберем, это будет относиться к функции поиск позиции. Да, и для лучшего понимания ее действия нам необходимо выполнить несколько задач. Итак, первая задача, которую мы с вами разберем, будет относиться к функции поиск позиции. Нам необходимо найти позицию кода 303.07. 303.07, в данном случае это вот эта цифра. Для этого мы пишем функцию поиск позиции. Аргументы в ней следующие. Первое — это искомое значение, то есть какое именно значение мы ищем в массиве данных. Далее указываем диапазон B12, B24, фиксируем его и указываем тип сопоставления. Да, в большинстве случаев у нас используется 0, в дальнейшем мы разберем, где используется единица и минус 1. Нажимаем Enter и получаем результат. На самом деле, да, раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Как мы видим, позиция в коде у нас 7. Отлично. Далее нам необходимо найти номер строки. Для того, чтобы найти номер строки с помощью функции поиск позиции, нам необходимо использовать функцию поиск позиции. Также берем искомое значение, только диапазон теперь выделяем от B1. От B1 под B24. И также указываем тип сопоставления 0. В данном случае у нас номер строки 18, да, потому что диапазон, в котором у нас производится подсчет, начинается с ячейки B1, что соответствует количеству строк. Отлично. Далее задача заключается в следующем. Нам необходимо найти первую позицию слова QV. Слово QV — это номенклатура. Как мы видим, вот они пошли, эти позиции. Функция поиск позиции у нас понимает спецсимволы, и поэтому для того, чтобы найти позицию слова QV с каким-то количеством знаков после слова QV, нам необходимо использовать звездочку. Нажимаем точка с запятой и выбираем диапазон. Нажимаем F4 и тип сопоставления ставим соответственно. В данном случае 5. Да, раз, два, три, 4, 5. Первое вхождение. Очень удобно. Если нам необходимо сделать то же самое только по цифрам, нужно понимать, что цифры не используются со спецсимволами. Допустим, если мы также напишем код 306, два вопросительных знака, укажем диапазон, в данном случае вот этот, и тип сопоставления поставим 0, у нас функция выдаст nd. Она выдает nd в тех случаях, когда не может найти нужное значение. Для того, чтобы он начал искать, перед кодом 306 поставить одиночную кавычку, признак текста. Да, и тогда у нас сразу все встанет на свои места. Отлично. Так, следующий пример — это использование функции поиск позиции с поиском наименьшего приближенного к 591. Выбираем D6, просматриваем массив, отмечаем, точка с запятой, и выбираем единицы, потому что единицы находят максимально приближенные к меньшему, да, получается с меньшей стороны. Допустим, мы возьмем здесь не 591, а 412. Вот. Для того, чтобы функция начала работать, нам необходимо использовать тип сортировки по возрастанию. Сортировка, и выбираем по возрастанию. Отлично, как мы видим, результат 2. Да, соответственно, если мы поставим здесь единицу и по новой отсортируем диапазон, у нас будет результат 212. Так, сортировка по возрастанию. Видим результат. Отлично. Для того, чтобы найти приближенное к наибольшему, нам необходимо ту же самую формулу с типом поиска минус единица. Для этого диапазон должен быть отсортирован по убыванию. Выбираем правой клавишей сортировка по убыванию. 11. Отлично. 662. Также функция поиск позиции не чувствительна к регистру. Теперь разберем функцию индекс. Функция индекс у нас просто переносит значение на пересечении заданной строки и заданного столбца в искомом диапазоне. Для этого пишем индекс. Выделяем диапазон с ячейки B12 по ячейку H13. Фиксируем его. Далее выбираем номер строки для переноса зеленой ячейки, это строка 6.
И, соответственно, столбец 3. Цифры видите сверху. Окей. Вот у нас выполнился перенос. Если мы здесь изменим значение, то он у нас также перенесется вверх. Следующий пример — это перенос, соответственно, синей ячейки. Диапазон у нас остается тот же самый. Строка для переноса 2. И, соответственно, столбец для переноса 6. Окей. Далее нам необходимо перенести красную ячейку из второй таблицы. Да, у нас, видите, 3 одинаковых таблицы. Для этого мы используем функцию индекс по примеру второго написания. Пример второго написания на практике используется крайне редко. Я его покажу. Пишем индекс. Далее нам необходимо опять открыть еще одну круглую скобку. Выделить первый диапазон данных. Далее выделить второй диапазон данных. Точка, запятой. И, соответственно, выделить третий диапазон данных. Закрыть скобку. Далее определить номер строки и номер столбца. В данном случае номер строки у нас 5 и столбец 5. То есть мы пишем 5, 5. А для того, чтобы функция поняла, из какой именно таблицы нам брать, нам необходимо использовать номер области. Номер области у нас считается следующим принципом. Первый — это B12H24. Второй — B28H40. И, соответственно, третий — B44H56. То есть 1, 2, 3. Для того, чтобы функция взяла из второго, мы пишем двойку. Нажимаем Enter. Получаем результат 29,34. Как мы видим, да, у нас здесь из первой области, если мы возьмем, у нас вернется единица. Если мы возьмем из третьей, у нас вернется тройка. Окей. Теперь, ставшая традиционной лайв-рубрика, вам необходимо сейчас поставить видео на паузу, зайти в комментарии, написать комментарий с одним из этих ключевых слов: индекс поиск позиции Excel, поиск позиции и VPR Excel. Окей. Следующий пример, который мы с вами разберем, это будет пример с использованием функции индекс плюс поиск позиции совместно. Первое, нам необходимо перенести номенклатуру по коду 302.68. Для этого мы используем разворот строки, чтобы нам было просто удобнее писать. Мы пишем индекс. Далее мы пишем диапазон, который будем импортировать. В данном случае это вот этот. Точка, запятой. Далее нам необходимо перенести номенклатуру по коду. Следующее — это у нас поиск слова позиции для кода. Да, код у нас будет 302.62. Далее просматриваемый массив. И тип сопоставления 0. И, соответственно, позиции номенклатуры пока просто напишем двойку. Получаем результат. То есть проверяем 302.62. 302.62. Кадарк, пакет. Да, как мы видим, все отлично. Далее нам необходимо перенести номенклатуру с максимальным итогом. То есть для того, чтобы найти номенклатуру с максимальным итогом, мы опять используем нашу функцию поиск позиции и индекс. Окей, протягиваем формулу вниз. Теперь нам необходимо поиск позиции сделать максимальное значение. То есть мы здесь пишем еще формулу максимальная, выделяем по итогу, нажимаем F4. Далее нам необходимо указать диапазон для функции поиск позиции. Диапазон у нас будет итоги. Точка, запятой. И тип сопоставления 0. Соответственно, для того, чтобы перенести номенклатуру, мы также напишем еще одну функцию, которая будет поиск позиции, только номенклатура. То есть поиск позиции можно взять отсюда номенклатура и выделяем ячейку для поиска. В данном случае у нас она будет вот такая. Нажимаем F4, тип сопоставления 0, 0 и закрываем скобки. Окей, напиток, вино безалкогольное, полусладкое. В данном случае максимально у нас 77 тысяч. Как мы видим, результат отличный. То есть еще раз, у нас получается поиск позиции нашла максимальное значение в итоге, да, выдала номер строки в диапазоне. Соответственно, вторая функция позиции нашла позицию номенклатуры. Даже если номенклатура у нас переместится, да, она у нас всегда будет давать точный столбец. Вот, и, соответственно,
Следующий пример. Нам необходимо перенести номенклатуру с третьей по величине продажами за май. То есть для этого мы также используем функцию индекс плюс поиск позиции. Только теперь нам третьей по величине, чтобы найти, нам необходимо во второй функции поиск позиции написать функцию наибольшей. Далее выбираем массив, выделяем массив и указываем позицию, в данном случае третий, да, по величине. Далее нам необходимо указать, в каком именно массиве у нас будет происходить поиск, в данном случае в мае. И, соответственно, тип сопоставления поставим 0. Так, и, соответственно, здесь нам необходимо поменять номенклатуру. Зафиксировать ее. Нажимаем Enter, получаем результат. Третье по величине значение у нас в данном строчке вот это. Шамро, белый, сухой, 0,75 литра. Отлично. Следующее, нам необходимо перенести продажи по коду 302.65 за июнь. То есть здесь принцип такой же. Мы находим номенклатуру 302.65. Выделяем диапазон для поиска, тип сопоставления, соответственно, мы пишем 0. И внизу у нас также по тому же принципу работает функция для поиска номенклатуры. Так, 302.65, проверяем. 302.65, Шабро сухое, да, Франция. И далее нам необходимо перенести номенклатуру по группе БА. Да, группа БА у нас также находится вот здесь. Для этого мы пишем ту же самую формулу, только теперь опять меняем критерии поиска. Поиск позиции в данном случае нам второй нужен по БА. Да, БА можно взять отсюда. И F4. Далее выделяем диапазон для поиска. И тип сопоставления, соответственно, ставим 0. Нажимаем Enter, получаем результат. Напиток вино безалкогольное. БА. Да, все верно. Итак, заключительным примером, который мы сегодня с вами разберем, у нас будет функция поиск позиции плюс индекс по второму примеру написания индекса. Для этого нам необходимо выделить диапазоны для переноса. В данном случае это у нас будет первый. Далее мы выделим второй диапазон. Второй. И, соответственно, заключительный это третий. Третий. Далее у нас случайным образом будет генерироваться номер области от 1 до 3. Теперь мы находим позицию 303, 307, пишем, что это у нас единица. Потом 303, 307, двойка. И, соответственно, 303, 37, тройка. Окей. Теперь пишем саму функцию индекс. Пишем индекс. Далее выделяем круглую скобку, открываем. Пишем первая позиция. Далее вторая. И, соответственно, третий. Окей. Седьмая строка и второй столбец. Соответственно, при пересчете у нас будет соответствовать. И указываем номер области как H2. И при пересчете у нас значение области будет меняться совместно с результатом. Второе написание функции индекс реже используется, первое чаще. На этом, друзья, мы заканчиваем. До следующей среды. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии с ключевыми словами индекс, поиск, пост, Excel, поиск, пост и, соответственно, VPR Excel. Хорошего вам дня, до свидания.